Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Blackmore's Night. Это группа, у истоков которой стоят экс-гитарист культовой английской группы Deep Purple Ричи Блэкмор и американская вокалистка Кэндис Найт. Коллектив взял на вооружение музыкальные жанры, такие как фолк, рок и неоренессанс, сумев создать достаточно оригинальные композиции. Изюминкой творчества коллектива являются мотивы эпохи Возрождения, музыку которого Блэкмор и Найт взяли за основу. Ричи Блэкмор, в то время игравший в составе Deep Purple, и радиоведущая Кэндис Найт познакомились в 1989 году. Легендарная группа гастролировала в Нью-Йорке, и одна из рок-радиостанций инициировала пиар-акцию – футбольный матч между своими сотрудниками и британскими рокерами. Диджеи проиграли, а к мэтру Deep Purple, продемонстрировавшему яркую игру на поле, подошла радиоведущая. Кэндис попросила автограф. Короткое общение побудило рокера продолжить разговор в неформальной обстановке, что они и сделали. И поначалу Блэкмор устроил девушку в Deep Purple в качестве бэк-вокалистки. Но вскоре музыкант вместе с Кэндис покидает группу и в 1994 году восстанавливает свой старый проект, группу Rainbow, основанную в середине 70-х. В новом составе числится и Кэндис. Она работает как бэк-вокалистка и автор песен. Этот коллектив записал один альбом, и вскоре в 97-м Блэкмор шокирует поклонников новостью о распуске Rainbow и создании совершенно новой группы. Говорят, что Блэкмор устал от хард-рока и решил наконец-то дать волю своей давней музыкальной страсти старинной европейской музыке 15-18 веков. В новом проекте Кэндис отводилась роль главной вокалистки и поэтессы. Узнав, что Блэкмор меняет электрическую гитару на акустическую и собирается исполнять неторопливые баллады, его менеджеры пришли в панику. Однако Ричи был непоколебим. Денег ему и так хватало. Пришло время поиграть для души. Многие до сих пор считают, что название группы было составлено из фамилий ее участников. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что настоящей фамилией Кэндис была Изрелоу. Новый проект казался многим лейблом рискованным, и первым в него поверили представители Japanese Label BMC. Единственное условие, которое выдвинула компания, это чтобы в названии новой группы была фамилия Блэкмора. Не знаю, в шутку или всерьез, но Ричи рассказывал об этом так. Мысль так назвать группу была навеяна немецким пилотом времен Первой мировой войны Красным Бароном и Снупи, героем мультфильма. Я сочинил песню про то, как Снупи сражается с Красным Бароном. Я продемонстрировал результат на Рождество, и зрителям очень понравилось. Вы не поверите, но мне пришлось исполнить ее на бис раз 30. Это продолжалось всю ночь напролет, и эту ночь назвали «Ночью Блэкмора». Ну а уже после этого Кэндис взяла себе псевдоним Найт, и название обрело двоякий смысл. Первый альбом группы получил название «Тень Луны» и состоял из мелодичных и тихих композиций. Запись песен для альбома проходила в средневековом немецком замке. Тусклые гобелены, каменные стены и горящие факелы создали нужный для вдохновения и творчества антураж. Одной из самых любимых песен Блэкмор назвал одноименную композицию.
Во многом потому, что это была первая песня, сочиненная им и Кэндис в самом начале проекта. С этого момента без упоминания о ночном светиле не обходился ни один альбом коллектива. Меломаны и музыкальные критики высоко оценили сборник и сошлись во мнении, что риск Блэкмора оказался оправданным. Альбом получил большое признание в Европе и Японии. Кэндис и Ричи совершают турне по миру с музыкой эпохи Ренессанса, играя в замках, церковях и старых театрах. Постепенно Кэндис даже учится играть на нескольких старинных духовых инструментах, но на гитаре она даже и не пробует. Лучший гитарист для нее — это Ричи. Впрочем, среди бывших фанатов Блэкмора, которым нравилось его хард-роковое творчество, нашлись и критики. Их не устраивало слишком медлительное, расслабленное звучание новых композиций. Одним из первых ответов на этот вызов стало написание заглавной песни следующего альбома «Под фиолетовой луной». Кэндис даже окрестила ее цыганской. В соло Блэкмора действительно можно услышать мотивы цыганочки. И, кстати, это был редкий случай, где Ричи принял участие в сочинении текста. Говорят, что даже название песни он составил из имени своей матери Вайлет и фамилии своей бабушки Мун. О том, как и когда он увлекся средневековой музыкой, сам Блэкмор рассказывал по-разному. То говорил, что был очарован ей еще в детстве, то относил увлечение к середине 60-х, когда посетил немецкие замки и услышал там местные народные песни. То называл 71 год, когда увидел по каналу BBC сериал «Жены Генриха VIII». Так или иначе, старинные мотивы стали проглядывать уже в песнях Deep Purple. Ричи всерьез говорил о средневековой модальной шкале в рифе Smoke on the Water. Ну а в Rainbow фэнтези-антураж, которому питал слабость и вокалист Дио, проявился уже вовсю, пусть пока и в хардроковой упаковке. Важно отметить, что и в рамках Blackmore's Night Ричи подходил к традиционным мелодиям творчески. Например, на первом альбоме мы можем услышать, наверное, самую энергичную версию знаменитой баллады XVI века «Зеленые рукава». К тому времени песня существовала уже в сотнях разных вариантов. Недаром ее называют одной из самых навязчивых. «Зеленые рукава» разучивали в музыкальных училищах, играли симфонические оркестры и записывали поп-исполнители. К счастью, Ричи и Кэндис не стали использовать все 24 куплета оригинальной песни, ограничившись 2 плюс рефрен. Полная же версия представляла собой упреки мужчины, обращенные к некой неблагодарной даме. Он для нее и то, и сё, а она ни в какую. По легенде, текст «Зеленых рукавов» сочинил вышеупомянутый король-многоженец Генрих VIII, когда ухлёстывал за строптивой Анной Болейн. Однако специалисты в этом сильно сомневаются. Баллада впервые документально зафиксирована лишь в сборнике 1566 года, то есть уже после смерти короля. И вдобавок несет в себе черты итальянского стиля, до этого в Англии малоизвестного.
Зато авторство другой знаменитой композиции у Генриха VIII никто не оспаривает. Считают, что песня была сочинена вскоре после его коронации в 1509 году и брака с Екатериной Арагонской. Содержание в полной мере соответствует названию «Досуг в хорошем обществе» и описывает привычные развлечения феодалов в мирное время. Версию этой торжественной композиции мы можем услышать на втором альбоме. Ну а дальше пошло еще бодрее. Видимо, Блэкмор успел не только отдохнуть от хард-рока, но и хорошо по нему соскучиться. Акустические баллады стали чаще сопровождаться роскошными электрическими соло, и этот синтез, на мой взгляд, пошел группе только на пользу. На следующем альбоме коллектива немалую роль сыграли как раз электрогитары. Особо восхитительна на данном альбоме чарующая заглавная песня, в которой Блэкмор сыграл, на мой взгляд, одно из лучших соло за свою карьеру. Основой для песни стала мелодия, сочиненная кастильским королем Альфонсо X. Кэндис сочинила на мелодию текст, а Ричи разукрасил ее своим фирменным соло. В 2002 году Blackmore's Night впервые выступили в России и обнаружили здесь такую благодарную публику, что стали наведываться регулярно. Это нашло отражение и в творчестве коллектива, хотя к русской классике дуэт обращался еще до этого. Например, одна из самых бодрых песен дебютного альбома «Надпись на стене» открыто цитировала мотивы из «Лебединого озера» Чайковского, а грозная песня «Унесенная ветром» из второго альбома обращалась уже к классике советской. Конкретно к песне Льва Книпера «Степная кавалерийская» 1933 года, более известной под названием «Полюшка поля». В следующий студийник вошла замечательная композиция «Лорелей». Дело в том, что первоначально певучее имя Лорелей носила скала на восточном берегу Рейна, и в 1801 году Клемент Бертрано написал стихотворение о некой речной деве, которая, подобно сирене, заманивает своим прекрасным пением моряков и ведет их корабли прямиком на скалы. Окончательную известность эта легенда приобрела в 1824, когда свою балладу о Лорелей сочинил Генрих Гейне. В принципе, о том же самом поет и Кэндис. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Еще одним примером синтеза харда и фолка стала песня All for One. По сути, это была обработка знаменитой бретонской песни о Сидре. Ричи и Кэндис лишь немного подкорректировали оригинальный текст, повествующий о дружеской попойке, и окрестили песню мушкетерским девизом «Все за одного». We'll fight together, not alone. We'll fight together.
В 2006 году в продажу поступил диск, чрезвычайно порадовавший старых фанатов Блэкмора. Во-первых, в пару к песне «Mondo Tons» была поставлена классика Deep Purple «Child in Time». Во-вторых, гитарист также вернулся во времена Rainbow с песней «Street of Dreams». Ну а в-третьих, в качестве бонуса данную композицию вместе с Кэндис исполнил Джо Лин Тернер. Под занавес 2006 года Blackmore Night решили поддержать модную на Западе традицию, выпускать рождественские альбомы и выпустили сборник соответствующих мелодий, долгое время бывшую в чартах Billboard. Ну а летом 2008 вышла 7-я студийная работа в интерпретации Ричи и Кэндис, означающая музыкальное путешествие сквозь пространство и время. И действительно, помимо средневековых мелодий на диске присутствовали кавер на песню группы Rainbow, песня из репертуара Элвиса Пресли, а также и откровенно русские мотивы. Наша страна так вдохновила музыкантов, что в их репертуаре появилась песня «Toast to Tomorrow». Это перепев русской народной песни «Виновата ли я?». В интервью русским журналистам Кэндис Найт призналась, что почувствовала генетическую связь с нашей страной, ведь ее предки – еврейские эмигранты, покинувшие Российскую империю в годы революции. А Ричи Блэкмор пошутил, что в прошлой жизни был, скорее всего, русским разбойником. Ну а вскоре Ричи Блэкмор и Кэндис Найт наконец поженились и с тех пор живут в браке. Итак, 8-й студийный альбом был назван Autumn Sky, что переводится как «осеннее небо». Обложка намекает на то же, но на самом деле альбом посвящен их дочери Autumn Эсмеральде Блэкмор, родившейся 27 мая 2010 года. А через 2 года у них родится еще и сын Рори Д'Артаньян. По словам Кэндис, первое имя для сына было выбрано, так как с ирландского языка оно переводится как «рыжий король», а Д'Артаньян просто в честь известного мушкетера. В интервью многих вокалисток от Лив Кристин до Анны Бутурлиной высказывалась мысль, что после рождения ребенка голос певицы значительно меняется, расширяется диапазон, появляются новые обертоны и открываются какие-то чакры. Подействовало ли это правило в отношении Кэндис Найт, ставшей мамой, сказать трудно. Вроде как пела, так и поет. Следующий студийный альбом именитого дуэта все так же эклектичен. На альбоме даже есть композиция, навеянная опять-таки Россией. Она называется «Тройка». А также это, пожалуй, единственный альбом, где можно услышать одновременно песни Рэнди Ньюмана и Юрая Хип. В 2015 году выходит уже 10-й по счету альбом. Кэндис сказала тогда, что песни на альбоме объединены общей темой того, что надо жить в настоящем и смотреть в будущее, потому что наше прошлое – это действительно наше богатство. В заглавном треке альбома
отражены русские корни Кэндис. Отражением же корней Ричи, а часть его семьи родом из Уэльса, стал новый инструментал авторства немца Георга Гесса, имеющий валлийское название в переводе на русский «где-то там». Еще одним источником вдохновения для альбома стало место, в котором живут Кэндис и Ричи. Там они принимают участие в фолк-вечерах, во время которых соседи передают друг другу гитару и поют песни разных времен. Именно таким образом им полюбилось несколько старых радиохитов, которые теперь обрели новую жизнь на альбоме. В 11-м студийнике дуэт продолжает увлекаться волнующим средневековым звуком, который вызывает в воображении луга, степи, костры, эль, рыцарей, эльфов и легенды. И если основная часть альбома традиционно для группы исполнена в акустическом сопровождении, то в одном треке под названием «Последний мушкетер» Найт отключает свой микрофон, уступая место Блэкмору, чтобы дать ему возможность подарить слушателям исполненное на электрогитаре с перегруженным звуком гитарное волшебство в блюзовом стиле, напоминающее его ранние работы с Deep Purple. Как говорит сама Кэндис, если вы застоялись, если вас угнетает ваше окружение, важно отвлечься от повседневности и пойти туда, куда ведет вас ваше сердце. Для кого-то такое место – это океан, для кого-то лес, а для кого-то ощущение солнца на лице. Наша музыка – это спасение от стресса и давления современности. Путешествие вместе с нами назад во времени, в более спокойные, волшебные времена, где музыка проникает в ваше сердце и душу. По сути, весь проект Blackmore's Night – это один большой семейный подряд. Судите сами. Муж и жена, гитарист и вокалистка группы, теща их менеджер, а дочь записывает бэк-вокал. Сам Ричи очень доволен проектом и тем, как трудится его супруга. По всей видимости, Кэнди стала единственным человеком, которому удалось обуздать дикий нрав самого безудержного и одновременно выдающегося гитариста в истории.